мы с помощью процедур гемодиализа пытаемся удерживать артериальное давление пациента на нормальном значении. Если мы не можем диализом нормализовать артериальное давление, есть на то другие причины, соответственно, пациенту назначается еще дополнительная медикаментозная коррекция. И очень важно посмотреть, какие лекарственные препараты получает пациент, как это влияет на артериальное давление. Ну, допустим, пациент лежит на процедуре гемодиализа, у него развивается высокое артериальное давление. Для снижения артериального давления либо меняются параметры самой процедуры гемодиализа, либо дается какой-то лекарственный препарат. Допустим, что пациент получает из гипотензивных препаратов. Мы тут же переходим в лист назначения, мы можем посмотреть, какие лекарственные препараты доктор назначил и какая кратность приема этих лекарственных препаратов. Далее можем визуально увидеть любую информацию, которая вот именно конкретно важна по конкретному пациенту. Для врача очень важно получать информацию в достаточно сжаткие сроки, которые позволят принять какие-то решения. Здесь модуль медикаментозное назначение, да, какие препараты медикаментозные пациент получает. И дальше можем посмотреть, как в режиме времени, начиная с 1 января, то есть с начала года, как изменяется артериальное давление. Вот артериальное давление систолическое постоянно выше нормы, диастолическое давление нормальное. То есть мы видим цифры. То есть у пациента давление высокое. Дальше можно оценить, зайдя в эту электронную карту медицинскую, почему целевые значения, которые мы хотим достичь, да, и которые мы должны достичь, у пациента не достигаются. Ну, может быть много факторов. Сразу хочу сказать, что артериальная гипертензия у пациентов на гемодиализе очень такой сложный вопрос. Не всем пациентам легко соблюдать режимы, водно-питьевой режим, да, который мы рекомендуем, диету, принимать регулярно лекарственные препараты. Соответственно, наша задача бороться с этим, убеждать пациентов, все соблюдать, принимать своевременно препараты. Ну, вот конкретно, если проанализировать данный случай лечения пациента, мы можем посмотреть, допустим, пациент соблюдает, не соблюдает водно-пищевой режим. Как мы это можем определить? Это мы смотрим, какое количество жидкости пациент набирает в междиализный период. Междиализная прибавка в весе. Если мы сейчас посмотрим динамику параметра процедур, тоже очень хорошо. То есть мы здесь можем вывести любой период, начиная от 30 дней, там год, месяц, квартал и так далее. Здесь все параметры процедуры. Пациент получает процедуру в течение 4 часов, как бы время соблюдается, у него хорошая диализная доза, вся диализная доза выше 1,2 КТ на В. Динамика процедур гемодиализа. Нет, трудно сказать, пациент не хулиган, то есть объем ультрафильтрации. Но он при его весе приносит от 2 до 3 килограмм, это не так много. То есть водно-пищевой режим мы видим, что он соблюдает. Он набирает в весе не более 5% от массы тела, что как бы не является нарушением. Дальше мы можем посмотреть, принимает ли пациент лекарственные препараты или назначены ли лекарственные препараты. Здесь мы видим, что в медицинских назначениях лекарственный препарат назначен. Но, к сожалению, мы не знаем, лекарственный препарат пациент получает или нет, потому что очень часто лекарственные препараты назначаются, но пациенты их не принимают. Здесь в данном случае мы видим, что лекарственный препарат пациенту назначен, но мы не знаем, получает или нет, пьет или нет. Как бы это дальнейший шаг. В ближайшее время появится модуль, когда пациенты смогут отмечать, получают они лекарственные препараты или нет. То есть пока мы видим, что препарат назначен. Когда будет доступно пациенту еще и отмечать планшет, что он эти лекарственные препараты получает либо не получает, по какой причине, тогда нам будет просто проще понимать. Пока первое приближение вот позволяет провести аналитическую такую работу и понять, что делать с этим пациентом.